XXI век – время городов. К такому выводу пришел Международный союз архитекторов на рубеже столетий. Дело в том, что больше половины населения Земли уже проживает в городах. У каждого города своя история, свои мифы, свой характер. Современное лицо Харькова явно определил XX век и его авангардная архитектура. Но XXI век – это эпоха глобальной конкуренции. И между городами она особенно заметна. Чтобы быть привлекательным, нужно быть уникальным. А еще привлекательность городов связана с их сотрудничеством. Знаете ли вы, что такое города-побратимы? Побратимы или породненные города – это города, между которыми установлены постоянные дружеские связи для знакомства с историей, культурой и жизнью друг друга. С 1966 года, когда был подписан первый партнерский договор с итальянской Болоньей, Харьков наладил отношения с 34 городами в 23 странах мира. Мы поедем во все эти города, чтобы познакомиться с их жителями, чтобы понять, чем и как живет их город, и чтобы узнать, связывает ли их что-нибудь с Харьковом. И первым городом на нашем пути будет Кутаиси. Поехали! Для поколений, рожденных в СССР, Грузия была и остается землей обетованной. Наша общая когда-то советская культура, театр, музыка и особенно кино сформировали миф Грузии. И у этого мифа были авторы. Один из них – художник, режиссер и сценарист Резо Габриадзе, уроженец Кутаиси. Снятые по его сценариям фильмы «Мимино», «Не горюй», «Кинзадза» разошлись в СССР на цитаты, которые живы до сих пор, когда уже и страны их породившей нет. Но жива малая родина Резо Габриадзе – Западная Грузия, а вернее край Имеретия. Здесь живет удивительный народ. Его отличают мягкий юмор, безграничное гостеприимство, врожденная музыкальность и яркая самобытность. Столица Имеретии – Кутаиси. Мы приехали сюда, чтобы познакомиться с грузинским братом Харькова и показать город вам. Когда первые племена переселенцев пришли в эти края, над рекой на месте Кутаиси возвышался большой холм. От самого его подножья простиралась вдаль Колхидская равнина. Местность болотистая и малярийная. Поэтому первыми осваивались предгорья. Особенно те, что позволяли добраться по воде к морю, которое сейчас мы называем Черным. Как любой уважающий себя серьезный город, Кутаиси стоит на реке. Да не на какой-нибудь, а на реке Рионе, гордой и чрезвычайно строптивой. Габриадзе писал, что Рионе – это огромная, задвинутая в узкую щель стремительная река, у которой будто мускулы ходят внутри. А еще он говорил, что Рионе плюется и кидается камнями. Но не только камнями богата река. С древних времен здесь добывали золото, с которым и связан древнегреческий миф о золотом руне. Жители Кутаиси доподлинно не знают, когда был основан их город. Кто-то пишет, что в XIV веке, кто-то в VIII или даже в V. Единогласны историки только в одном. Все эти века предполагаются до новой эры. Выходит перед нами старший брат Харькова. Вопрос, не старейший ли? We are sitting under the 600 years old Chinara tree in the
Мы сидим под 600-летней чинарой на месте бывшего царского дворца в Кутаиси и беседуем с вице-мэром Кутаиси Ираклием Каркашадзе. Батону Ираклий в свое время сыграл ключевую роль в организации прямых авиарейсов между Харьковом и Кутаиси, которые дали явный толчок развитию отношений между городами-побратимами. Well, first of all, thank you for the question and welcome in Kutaisi. Kharkiv is a very special city for me because Прежде всего, добро пожаловать в Кутаиси и спасибо за вопрос. Харьков для меня особый город. С ним у меня связаны очень личные отношения. Моя девушка была харьковчанкой. Я бывал в Украине несколько раз, и я убежден, что и Украина, и украинцы чрезвычайно близки к грузинской душе. Мы братья, и во все тяжелые времена мы всегда были рядом друг с другом. В беседе с вице-мэром Кутаиси мы коснулись важного для города события. В 2012 году в новое здание, специально построенное в Кутаиси, переехал парламент Грузии. Автор проекта нового парламента – испанский архитектор Альберто Доминго Кабо. Он считается отцом новейшей грузинской архитектуры. По его проектам в Новой Грузии построен целый ряд принципиально прозрачных зданий власти. История сложилась так, что в 2019 году сам парламент вернулся в Тбилиси, но здание осталось и наверняка найдет себе новое интересное применение. Это была некая искусственная попытка привнести в город функции, в которых Кутаиси не нуждался. За всем этим длинная история. В Советском Союзе Кутаиси был индустриальным городом. После коллапса Союза было несколько попыток придать ему новое функциональное назначение, но все они были неестественными. Этот город и без искусственных попыток обладает потенциалом для того, чтобы стать популярным, всемирно известным, как оригинальный грузинский аутентичный город, как туристический город, как город, который обладает одним из самых древних поселений. А еще это один из самых толерантных городов. И в завершении нашей беседы мы попросили Батона Ираклия описать Кутаиси в 3 словах. Кутаиси – это чувство. Это не город, это чувство. Gulissa gulegan la missa momento Ce mi bagis gide Khalsiani ezo Zveli judge miski Come nadrezrie Cele uradam shvidad tlems papsho bisezo Shemovir bengela Satapis tepso Rionis spiris chuma Tauritso Od sene bitante bulica Каждая нация стремится узнать отправную точку своего существования. У грузин это Кутаиси. Вы слышали что-нибудь об аргонавтах, о Золотом Руне? Да-да, это древнегреческий миф о Кутаиси. Точнее, древней Колхиде, куда аргонавты приплыли за Золотым Руном. Колхидский фонтан на площади Давида Строителя был открыт в 2011 году для того, чтобы увековечить древнегреческий миф о древнегрузинском царстве. А вот миф о советской Грузии увековечен в другом монументе. Даже для позднесоветского монументального искусства этот памятник уникален. Он посвящен героям. Нет, не героям войны, не героям революции и даже не героям покорения космоса. Этот памятник посвящен героям социалистического труда. Огромная композиция занимает весь сквер. Чем объяснить этот размах монументального искусства? Причина, вероятно, в экспрессивности национального характера,
которая всегда отличала грузинское искусство. Эта экспрессивность всегда компенсировала несвободу таким выплеском творческой энергии, что она сметала все шаблоны и ограничения. И неважно, каким был объект пропаганды, пусть самым ничтожным, но экспрессивности социалистического труда хватало и на весь город, и на всю Грузию. Та же экспрессивность отличает и жителей Кутаиси. «Кутаиси очень легкий город», – писал Ризо Габриадзе. «Кутаисцы легко улыбаются, легко плачут, легки в чувствах, отношениях». Главный вопрос, который мы задавали кутаисцам – знаете ли вы о Харькове, побратиме Кутаиси? Харьков для меня тоже не чужой город. Я там служил в армии. Да вы что, а где? Холодная гора. Харьков это хороший город, приятные воспоминания. Там были ребята очень с Луганска вместе служили. До сих пор поддерживаемся. Были ли вы в Украине, в Харькове? Not in Kharkov, but in my childhood I have visited Kiev and also the region Chernovtsi. Была, но не в Харькове. В детстве я была в Киеве и в Черновцах. Моя школа и школа в маленькой деревне Клишковцы Черновицкой области были школами-побратимами. Что вы помните об этой поездке? What do I remember? В Украине очень добрые и теплые люди. Вот что я запомнила. Фильм Да. про дружбу Кутаиси и Харькова. Ну, очень приятно, очень приятно. Думаете, Хорошо. друзья, да? Конечно. Мы приехали из Харькова. Знаете такой город? Харьков. Харьков. Она не знаю, это Украина. Украина, да. А вы были в Харькове? Не, я служил в Донецке. О, Харьков я служил в армии. Да! Да, я помню хорошо, это 71 год был. И улица Сахарозаводская, если бывает такого. У меня любовь был там. В Харькове любовь была? Да, в Харькове любовь была, когда тогда был офицер, старший лейтенант. О Харькове слышали многие кутаисцы, но немногие в нем побывали. Особенно в последние десятилетия, которые так изменили отношения братских когда-то республик. В Кутаиси до сих пор звучит эхо Абхазской войны, случившейся совсем рядом. Босиком вышла оттуда с маленькими детьми. Так трудно было нам. Кушать не было, ничего не было, ни деньги, ничего. Здесь такие добрые люди живут, такие хорошие люди живут. Мне дали одну комнату в Гумаке. Там жила 29 лет. Потом мне дали квартиру. Кутаиси, да, двухкомнатный. Спасибо всем, что так помогли нам. Хороший город Кутаиси. Да, хорошие здесь, очень добрые люди живут, очень. В Грузии, как и во всем мире, городское население стремительно растет, а сельское на глазах тает. Но в окрестностях Кутаиси есть деревня, доказывающая, что нет правил без исключений, чем и показалась нам маленькая экоферма, созданная руками исключительных людей. Если совместить все лучшее из грузинского радушия, эмеретинской кухни и местных пейзажей, то мы окажемся в экодоме, который основала Майя Кацевадзе, предложив работу самым незащищенным жителям деревни Гелати – женщинам всех возрастов. Благодаря гелатским мастерицам экодом стал важной точкой на туристической карте Имеретии. Вы сейчас находитесь в муниципалитете этот Ибули, ну край Имеретии. Деревня называется Гелати. Гелати это возле Гелатского монастыря. А наш этот дом называется агродом. Мы занимаемся вообще агротуризм и гастротуризм. Много людей приехали у нас из Харькова. Так что у нас очень дружные отношения, и мы очень любим ваш народ. И это не от меня, это наши предки, когда
украинский народ очень хорошо, они об этом говорили, что мы дружный народ, Украина, Грузия, и всегда это слышала с детства. И спасибо Богу, что это еще идет, история идет очень хорошо. И думаю, что это навсегда будет. В Гелате, где нас ждал самый незабываемый обед за все путешествие, у нас состоялась встреча с настоящей легендой здешних мест. Знакомьтесь, отец Антоний, священнослужитель Гелати, известного средневекового монастыря Грузии. Здесь каждый знает отца Антония и его черную победу, на которую он с ветерком спускается в деревню по вечерам. Утром, правда, вся деревня часто толкает победу с отцом Антонием наверх в монастырь. Но чем не сюжет Габриадзе? Мы все братья. Мы все братья, конечно. Потому что если ты христианин или не христианин, кто ходит в двух ногах, все от Бога, правильно? Вот и считается бы братья и сестры. А что бы вы пожелали Харькову? Что мир, свобода, любовь, ну и дружба. Что еще? У вас, говорят, не пьют вообще. У нас не пьют. Это у вас не пьют. Перестали говорить. Кутаиси – настоящий город-театр. Артистизм у кутаисцев в крови. И над всем этим театром царствует музыка. Грузины перепоют и перетанцуют кого угодно. Кутаисцы не без основания считают свой город культурной столицей Грузии. Нас убедил в этом разговор с Мари Девидзе, состоявшийся в департаменте туризма Эмеретии. Мари – заместитель директора этой организации. Опережая нашу просьбу кратко описать Кутаиси, Мари раскрыла нам брендинг города. Брендингом, концепцией, на которой держится сам Кутаиси, идет речь о самом Кутаиси, главные месседжи, которые должны знать туристы, приезжающие в Кутаиси, значит, что они должны знать о Кутаиси? Ну, то, что это была первой столицей Грузии, что это город Медеи, что это город великих царей, допустим. Но самое главное и интересное, что должно быть для туристов, это то, что Кутаиси аутентичный, настоящий грузинский город. Во-первых, географическое местоположение ему помогло в этом. Он находится в центре страны, является центром страны.
И сам быт почему-то сложился так, что вот эти вот влияния, допустим, в Тбилиси очень много влияния там, арабского в свое время, потом иранского и так далее, очень смешанный город. Ну, Батуми, как вы знаете, он очень близок к границе с Турцией, там турецкая, очень многонациональный. Это очень хорошо и очень интересно, конечно же, но если кого-то интересует вот такой самобытный и очень аутентичный грузинский городок, то ему точно нужно ехать в Кутаиси. Наша беседа с Мари Девидзе была продолжена на улицах Кутаиси. Несмотря на то, что Кутаиси не очень большой город, сейчас в нем проживает 130 тысяч жителей, в городе есть Королевский квартал. Мы сейчас прошли с вами вот эту арку, Монплазир, на ней написано на французском языке. В свое время это был первый кинотеатр, и кутаисцы, как вот известные выскочки, назвали его таким французским названием. А это правда, что в Кутаиси был вторым языком французский в то время, в начале 20 века? Вот несмотря на то, что, как я вам уже говорила, Кутаиси довольно такой национальный, чисто грузинский городок, да, такой, он в то же время очень европейский. И поэтому вот эта тяга к Европе, тяга постоянно чувствовалась в досоветские времена, и потом уже вот позиционировал как культурная столица. Что для вас Резо Габриадзе? Резо Габриадзе единственный человек, кто смог из этого города со всеми его изъянами, со всеми его, наоборот, лучшими качествами, да, вот создал произведение искусства. После этих спектаклей для меня Кутаиси — это произведение искусства. Вот со всем тем, со всей той какофонией, со всем тем абстракциями, которые существуют в этом городе, культурными, некультурными и так далее. Да, абсолютно из всего этого он создал, да, произведение искусства. Хотите, я вас проведу во дворик, где жил Резо Габриадзе? Конечно. Пойдем. Конечно. Вся эта его необъятная фантазия зародилась именно это надо быть в маленьком дворике, да. Чтобы сказать абсолютно так же, как вот оно и есть. Как оно есть. Знаете, мы были когда в Гелате, нам Майя рассказывала про отца Антония, с которым мы буквально полчаса назад говорили. И рассказала сцену просто из фильма Габриадзе. Как они всей деревней толкали его старую черную победу отца Антония. Я знаю победу, я знаю отца, да. Уже несколько раз с ним встречался. Но это абсолютно из фильма Габриадзе. Это и надо быть тут каждая сцена из чтобы да. ничего не придумывая, снимать. Или он заранее написал этот сценарий для этого города, а мы все уже следуем вот этому именно, сценарию. Да. Так что вот так вот. Не удивляйтесь, что, рассказывая о Кутаиси, мы находимся в Тбилиси. Эта башня – символ театра марионеток Резо Габриадзе, который был открыт в 1981 году. А еще это образ и Кутаиси, и Тбилиси, и вообще всей Грузии. Выросший в Кутаиси, Резо Габриадзе воссоздавал дух родного города везде, куда бы он ни попадал. Театр Габриадзе – это окно в детство не только режиссера, но и каждого кутаисца, а может быть и каждого прохожего. В знаковом фильме уроженца Кутаиси Тенгиза Абуладзе «Покаяние», обозначившем перестройку и во многом закрывшем советский проект, актриса Верико Анджапаридзе, тоже уроженка Кутаиси, произнесла знаменитую фразу: «Зачем нужна дорога, если она не ведет к храму?» В окрестностях Кутаиси много дорог, ведущих к храмам. Это главный храм Кутаиси – Баграти. Его назвали в честь царя, по приказу которого в X веке началось строительство храма. Возведенный в 1003 году, Баграти стал символом единой Грузии.
Грузия была крещена на 6 веков раньше, чем Киевская Русь, в 326 году, благодаря проповеди Нино, пришедшей из Каппадокии. По преданию, ее крест был сделан из гибкой виноградной лозы, поэтому концы поперечины грузинского креста опускаются вниз. Я знаю один украинский песню. Какую? Чернобривцы. Чорнобривці насіяла мати у моїм світанковім краю, та й навчила веснянки співати. Проквітучу найди у мою, як на ці чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую, рідненька. А можно я вас обниму? Привет, Украина, привет, Харьков. Мы любим вашу страну. Очень, очень. Мы с удовольствием. И уважаем Мы Украину. уважаем Украину. Привет. Звели ураном świat, Twem spatrzył się Bogi węgiela, Satabli z ptesu, Kryjomi smir szumad, umieć mężu. Całoce nebe witante bulica, Chławile trocheni ligza, Ravinadoro sva, Zem davnatvis sicharulis zem, Od nebe vidante ulidre, Eta dentro čemu si cocle. Сейчас